Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Скорпион. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 ноября. Тайное, что станет явным, давайте с вами узнаем. Узнаем, что прояснится в знаке судьбы, чего вы пока не видите, а это случится. Что происходит за вашей спиной и будет прояснено с 1 по 10 ноября. А я бы сказала, и не только с 1 по 10. Скорее, это будет история с продолжением как минимум до конца года. И поэтому есть смысл вернуться, может быть, ближе к концу года, пересмотреть наше видео, потому как сейчас могут быть некоторые трансформационные моменты, они за счет планетарных событий с нами происходят. И то, что мы видим сейчас, вполне вероятно, потом мы увидим в другом ключе. Поскольку именно 9 ноября планета Уран, а это ваша где-то сила, Уран меняет знак, переходит из знака Близнецы назад в Телец. И это будет связано с прояснением некоторых жизненных ситуаций. Мы будем адаптироваться, организовывать, наводить порядок в собственной жизни. И пусть это более длительная дистанция, но как начало может произойти именно с 1 по 10 ноября. Вот давайте с вами узнаем. Вот такой судьбоносный период я вижу в целом не только для вашего знака зодиака, а именно за счет планетарных транзитов. Но у вас сейчас время возможностей наступает, это правда. Юпитер находится в знаке Рак, и вы, как и Рак, водная стихия. И если первый период, первые месяцы, как после того, как Юпитер, это летом еще произошло, перешел в знак Рака, все равно первые месяцы от этого периода, они были сложными. И у вас как раз там могла быть и путаница, и недопонимание, и вообще какие-то жизненные метаморфозы. То ближе к концу года и заходом на 26-й год это более доброе время для вас. Это время отдыха, это время любви, построения более прочных отношений. Может быть, обустройство дома, ну и самые разные темы по части финансов. Ладно, давайте с вами узнаем. 3 карты, 3 знака судьбы. Того, что скрыто, того, что пока вам не видно или вы не знаете, а это случится. Итак, первый знак судьбы, подсказка. Второй знак судьбы. Или, может быть, как сферы жизни, где вам доведется принимать важные решения. И третий знак судьбы, что нужно услышать именно. И уж если мы сказали, что же там тайное станет явным, к чему быть готовым, достанем карту. Так что же вот прояснится? Что уйдет? Что завершится? Или от чего вы откажетесь сами? Может быть, это не буквально кто-то уходит, хотя я такое допускаю, а может быть, это как дело ваше, которое вы доведете до ума, до какой-то логической точки и скажете, ну вот все, тут у меня уже порядок, к этому я не возвращаюсь. И что придет взамен? Чуть не открыла, нет, откроем позже. Что придет нового? Или кто или что спешит на порог вашей жизни, мои дорогие? И по основным сферам жизни. Чего ждать? В любви, в личной жизни, в целом, в взаимоотношениях. Чего ждать? В финансах. Чего ждать? В ваших достижениях имеется в виду, понятно, у кого что, где-то планы, у кого-то работа, у кого-то просто важные встречи, важные согласования, какие-то контакты. И чем вы планируете, будете заниматься, ну вот какую-то подсказку нам тоже дадут карты. Итак, первый знак судьбы. Ну вот, наверное, выйти из этого подвешенного состояния, с чем-то определиться. Это словно мы долгий период времени ехали, и вот приехали, да, Т-образный перекресток. Мы дальше не можем ехать, уперлись, как в какой-то шлагбаум. Либо направо, либо налево. Какая-то должна быть путаница завершена, и она была связана, может быть, с застоем, когда вы прежде не могли что-то осуществить. Но это ваш выбор. Ваш выбор сейчас будет очень важен, именно с 1 по 10. Это действительно что-то судьбоносное. Вообще, старший аркан повешенный, основа как бы этой карты, она лежит в том, что человек сам себя переворачивает. Это мы уже часто ее трактуем как задержка, путаница или какой-то долгий период, когда
из пустого в порожнее, или когда мы не могли что-то осуществить, но вот именно человека переворачивает, желает увидеть с другого ракурса какую-то застоявшуюся проблему для того, чтобы принять важное решение. Хотя иногда карта говорит о нерешимости, хотя это не совсем про вас. Ну, мы ведь все разные. Может быть, какой-то был период, когда вы зависели от обстоятельств, зависели от людей. И вот теперь вам может что-то надоесть. Как неудобно вниз головой долгое время висеть. Вот вам теперь что-то хочется и определиться, и завершить, и уже порядок в своей жизни навести на каком-то новом уровне, в новом ключе, не так, как раньше. Вот такой знак судьбы. Но это старший аркан, мои дорогие. И это внешние события тоже для вас создают предпосылки или обстоятельства, чтобы определиться с чем-то окончательно. Второй знак судьбы. Ух ты, у кого-то так, определился и полный вперед. Ну, хотя карта, я люблю эту карту, потому что она о многом сразу говорит. Да, она как знак судьбы, что куда-то нужно поехать. Сама по себе иногда дорога, перемещение тоже идут по этой карте. Иногда мы будем продумывать даже по этой карте, ну, как наши средства, автомобили, к примеру, да, если вы таковое имеете. Потому что нам нужно быть мобильным, карта говорит об этом тоже. И, может быть, у кого-то параллельно вопросы с передвижением, вот именно и будет связано с вашим авто. Ну, это не для всех, будем реалистами. Вообще же это карта заслуженного успеха. Самый первый шаг мы делаем, это все то, что я сказала по первому аркану. И мы отплываем от безжизненного берега. То есть мы где-то находились, ну, условно говоря, или в какой-то стесненной обстановке, в каких-то обстоятельствах, на что-то соглашались. И вот это подходит к какой-то своей, может быть, критической точке, когда мы сами чего-то не хотим или видим, что, ну, не имеет смысла. Уже какая-то история требует перезагрузки, и мы делаем первый шаг в будущее. Почему по этой карте? Ведь это еще пространство, эфир, интернет. Иногда эта карта совпадает с тем, что мы меняем работу, или это как само по себе намерение, и мы начинаем более так конкретно искать какую-то работу. И это мы можем рассматривать новые виды деятельности, обучаться чему-то. Кто-то по этой карте желает путешествовать или работать из любой точки мира. Иногда, если мы говорим пространство, оно всегда изображено на этой карте. Пространство, эфир, интернет, идет подсказка. Может быть, когда мы не просто из любой точки мира, а когда мы именно работу или деятельность какую-то хотим осуществлять, а когда она будет связана с новыми цифровыми технологиями. Вот как эфир мы говорим, да, это то, что оно вроде бы неосязаемо, но оно присутствует в нашей жизни. Слушаем интуицию и мужество сделать вот этот первый шаг. Кто-то изучает языки, кто-то язык программирования, кто-то по этой карте приходит к выводу, что мне нужна дополнительная работа или дополнительный источник заработка, и мне нужны знания. Вот есть такое, и успех будет. Но это не тот успех, который с 1 по 10, мои дорогие, это какая-то траектория. Но я вообще могу сказать, что жить будет интереснее. Будем говорить вот так, потому что мы чем-то воодушевлены по этой карте. У нас хватает и сил, и мужества, а мы не оглядываемся назад. Вот, наверное, основное или положительное значение в этой карте, когда нам хочется расширить горизонты и нашего видения, когда мы расширяем горизонты общения, позволяем новым людям войти в нашу жизнь. И попутно я скажу, строить правильные социальные связи до конца года имеет принципиальное значение. Планетарные транзиты. К счастью, к радости, благополучию, созданию теплого и уютного дома, таких отношений, которые построены и на доверии, и на когда мы уверены в собственном партнере, он для нас надежный. Это вообще стабилизация какой-то ситуации, но, безусловно, это личная жизнь и финансы. Здесь как включает в себя эта карта, но если говорим благополучие, ну вот это как раз про благополучие, и для вас это знак судьбы. Первый шаг в направлении к собственному счастью. И финансовой стабильности, безусловно, тоже. Может быть, это какая-то важная встреча или какие-то важные договоренности. Но в основе, как отплыть от этого берега, да, старого, где ничего не растет.
где самому уже может быть муторно и не хочется уже, там мы уже все попробовали, мы там все уже знаем. И если прежде, может быть, и не могли принять это решение, не хватало решимости или обстоятельства не складывались, а вот тут они будут складываться для того, чтобы вы были счастливы, мои дорогие. К чему быть готовому, что там проясняться будет? Всегда шестерка мечей, извините, шестерка пентаклей. Шестерка мечей у нас рядом. И я, кстати, должна сказать, любая 6 – это победа, 2 победы. По активности, по нумерологии, да. Вся наша активность, она умещается в числа от 1 до 6. И 6 – это вершина, вершина достижений. Так вот, часто трактуется как финансовый успех, финансовое решение какой-то даже сложной ситуации. Но по части, если мы говорим об этой карте, тут еще большее значение, как помощь высших сил. И все то, что я говорила, для вас актуально. Доброе время, что прояснится. Как и личная история, история вашего благополучия, может быть и важных согласований. Ведь это карта отчасти дипломатии. Когда вам дипломатия будет помогать договориться, правильно выразить свою мысль. Может быть, обойти какие-то острые углы, как нивелировать, свести к нулю. Хотя карта об этом не говорит, но мы же все разные. Может быть, если путаница была, то мы правильно доносим наши намерения и цели до оппонента, будем говорить, неважно, чего это касается, у кого-то личной жизни, у кого-то работы. И тем не менее мы договариваться можем именно через взаимодействие. А вы, мои дорогие маги и волшебники по жизни, вы обладаете таким уникальным свойством, как улыбка. Кто еще себя не знает хорошо? Я не шучу, я говорю вполне серьезно. И вам стоит только улыбнуться, глядя человеку в глаза, искренне. Ваш взгляд способен человека как будто цеплять до глубины. И вот эта улыбка, она сразу располагает человека к вам. Вам легче, понимаете, находить даже в сложных каких-то переговорах, может быть, это по части работы, финансов, да, или какой-то сложной ситуации, вот достигать этого взаимопонимания. Пользуйтесь, мои дорогие скорпионы, то, чем вас наделила природа. Вы по жизни маги и волшебники. Такой вот, можно сказать, 4-й знак судьбы. Доброе время. Что завершится или от чего вы откажетесь сами? Тут что-то завершается. Тут действительно победа и праздник после победы. Но что завершится? Вы знаете, кто-то может переиграть ситуацию, вот ту прежнюю какую-то стабильность, да, то, что касалось нам, может быть, стабильностью. Но неудобно висеть вниз головой. Вот для вас будет какой-то праздник. Вот вы что-то можете осуществить, но любой праздник заканчивается, поэтому карта говорит, воспользуйся этим моментом. Вас что-то будет радовать, это точно. Но переложи это на более длительную дистанцию, какую-то траекторию. Но, безусловно, если победа, вот пусть что-то будет продолжено на долгий период. Но и в этот период вы как получаете завершение какого-то процесса или может быть, это важное согласование, а может быть, это касается личной жизни, и вы будете планировать какой-то праздник, потому что прежний этап, он закончен. И вот теперь настало время вот это доброе что-то. Либо это то, что вы уже определитесь по сфере ваших достижений, либо по сфере вашей личной жизни, или это вопросы дома. Тут тоже вы можете что-то трансформировать, кто-то надумает переезжать. Но праздник у вас точно будет, как завершение какого-то длительного процесса. Что ж нового придет взамен? Все будет ускоряться. Вот вы с 1 по 10, правда, потом вернитесь, пересмотрите это видео, ведь любая карта, будем откровенны, это только аллегория. И мы рассматриваем карты с позиции позитивной психологии. 1000 дорог сходятся в этой точке, в одной. Это как, знаете, в нужное время мы встречаем нужных людей. В нужное время перед нами врата, как вот невидимые, открываются, возможности. И это карта скорости. Это карта в некоторых колодах трансформации, доброй. Что-то меняется. И мы не должны потерять время. Да, эта карта будет говорить о том, что нового. Новое начинается с информации. Или, может быть, это как побудительный момент, новость, которую вы слышите.
а потом это вы перекладываете на свою жизнь. Это ваше решение, решимость и первый шаг к чему-то. И если мы отложим на какой-то период времени дальше, мы потеряем время. Вот, видимо, для вас время ускоряется. И это я говорила еще, как и до карт, это для вас, мои дорогие скорпионы, доброе время. Планетарные транзиты на более продолжительный период для вас складывают какой-то красивый узор. Может быть, из течения обстоятельств и исходя из данного момента. Что-то очень важное вам нужно решить и решиться с 1 по 10. И нет ничего невозможного. Чего ждать в сфере любви, личной жизни? Какие-то согласования, важные решения вы будете принимать. Может быть, были персоны, по которым были некоторые недоговоренности или была буквально первая победа. Может быть, в чем-то вы прежде не договорились, а здесь у нас карта говорит, да нет, дипломатия. Если ты себе поставишь как задачу, у тебя все получится. Карта говорит, что не продолжай какой-то конфликт, завершай его. Пусть это не непосредственно, мы же все разные. У кого в паре все хорошо, у нас тут много очень карт, которые очень благополучные. Но, может быть, знаете, это вот ваша личная жизнь, а из нее как вытекают взаимоотношения с родственниками или где-то прежняя какая-то история, да, которая тоже граничит с тем, что что-то застряло. Вот я вам явно мешает, и поэтому вам это нужно, ну, как вот заноза какая-то, так и хочется сказать, так и скажу, мои дорогие, которую вам нужно вот либо достать и дать возможность зарасти каким-то ранам и себя вот тут не мучить. Ведь мелкая, по сути дела, карта пятерка мечей, но нас это раньше, может быть, и ввергало вот в это перевернутое, затянувшуюся какую-то историю или состояние. А вот теперь наступает время поставить в этом точку. Или свести буквально к нулю какую-то конфронтацию с какой-то персоной. Не обязательно это по любви, повторяюсь, а может быть, это просто какие-то люди, которые с вами не согласны, но мы их не можем исключить. Коллеги, соседи, родственники. И пусть это мы достали на личную жизнь. Но иногда у нас и бывает коллега, например, на работе, как та заноза. И у нас там на работе что-то не складывается, мы приносим это домой и начинаем додумывать. Вот и с этим тоже нужно разобраться. Но здесь вы можете договориться. И даже, я бы сказала, недругов превратить в своих друзей. Вам стоит только улыбнуться. Вам высшие силы в этом помогают. Чего ждать в сфере финансов? Вот вам как будто нужно правильное решение принимать. И вот, кстати, по четверке мечей. Деньги есть, деньги будут. Нам сразу говорят об этом карта. Но пока по четверке мечей мы не тратим. Может быть, пока в эту именно декаду, мои дорогие скорпионы, с 1 по 10, четверка мечей, ну, как бы говорит, замри. Или сложи оружие, или не активируй какой-то процесс денежный. Ну, к примеру, вкладывать куда-то деньги, если имеем в виду какие-то большие вложения. Или даже если вы намереваетесь, допустим, купля-продажа недвижимости, у вас такие карты выпали, что для кого-то это может быть как задумка. Тогда да, ты тут что-то изучи, потому что эта карта вообще говорит о том, что сделай-ка ты, дорогой скорпион, перерыв. Ну, понятно, если на финансы какие-то тогда покупки, но это ежедневные, да, которые необходимые, но не из таких более крупных трат, потому что тут еще идет какая-то перезагрузка, еще, может быть, нужны какие-то согласования, вам еще нужно с чем-то определиться, а карта говорит, еще и обстоятельства поменяются. И кто знает, то, что вы думали когда-то, а я бы сказала, если вы ставили вот по финансам, перед собой какие-то финансовые задачи в прошлом, к примеру, да, и вы были уверены, что вы это будете продолжать. Так вот, скорее всего, вы тут свои траты будете пересматривать. Вот я бы так сказала. Причем пересматривать спокойно, как карта отдыха, карта релакса, ведь тоже. Тут есть такой элемент, когда, ну, мы были, нам что-то не нравилось, безусловно, да. Может быть, какая-то была и сложная ситуация, которую вы долгое время не могли решить. Так вот то, что не могли решить, вы пересмотрите и просто от чего-то откажетесь.
И благодаря этому, это, знаете, как не потратил 2 раза, сэкономил, да, или 2 раза заработал. И это для вас это во благо. Поэтому, как-то очень аккуратно нужно быть с финансами. И, может быть, и правда не принимать пока каких-то, ну, как судьбоносных вердиктов. Подождите, по крайней мере. На сферу ваших достижений чего ждать? Да, вот смотрите, 2 пятерки. Вот какая-то путаница вокруг вас точно присутствует. Не время выносить вердикты или кому-то четко говорить «да», или кому-то четко говорить «нет». Улыбайтесь, да, если вы сталкиваетесь с людьми, которые вам нужны, ну, они, ну, как-то сложно в общении с ними происходит. И я должна сказать, вот этот период жизни, не для всех даже знаков зодиака, тут как бы все, ну вот когда вы можете позволить себе отдых или когда вы можете чувствовать себя более ресурсным, у кого-то этот период может быть достаточно сложным, потому что приходится какие-то судьбоносные, однозначные решения принимать и очень сложное. Может быть, у вас что-то подобное, но, видимо, избегать всяческой конфронтации, если вас вызывают на какую-то, ну, на какое-то согласие, потому что по шестерке это на достижение, это ваши планы, договоренности, согласования или какие-то важные персоны. Здесь, знаете, как путаница в информации может быть, в людях. Тут могут быть те контакты с теми людьми, которые вам могут что-то обещать, но они этого делать не станут. А мы пока этого не видим, мы увидим это после. Поэтому не отказаться, пусть это после немножко наступит. Может быть, это будет вторая декада или ближе к концу ноября. По крайней мере, у вас будет какое-то более четкое понимание. Тут задача сохранить все то, что вам дорого, все то, что вы сочтете для себя прогрессом, преимуществом и вообще, где вы хотите оказаться в конечный момент. Вот к этому как бы идти, потому что здесь какая-то метусня, ну это по-белорусски. А если мы будем говорить, ну знаете, какие-то завихрения, вот как путаница может возникать в этот период, но оно постепенно потом разберется. И мелкие карты нам говорят, что ну это несущественно. Хотя это могут быть и люди, и какие-то новости, которые поначалу нас ставят в тупик. Но, видимо, шаг за шагом, да, что нового, тут постепенно, ну, как сама жизнь вам добавит более достоверной информации, но, может быть, не в этот период. Более каких-то, если двери открываются, но мы сказали, да, это такой период, когда, может быть, и нужно ускориться или что-то новое входит в вашу жизнь. Кстати, все 3 карты будут говорить об этом. И, может быть, вам куда-то нужно отправиться, увидеть что-то своими глазами, произвести важные беседы. Но это важная беседа, когда вы не подписываете пока какой-то документ. Может быть и так. Если это не та история, с которой вы уже определились, а это что-то новое. Вы оставляете себе как вариант на будущее. Но твердое «да» пока не говори. Но это как детская игра. Да и нет, не говорите. Вот раньше была такая, вот что-то подобное. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. А я благодарю за ваши искренние добрые комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.